Всем привет! Сегодня готовим вкусные воздушные венские булочки на закваске. Тесто получается очень мягкое и воздушное. Такие булочки можно приготовить на левито мадре, если у вас есть такая закваска. Я же сегодня буду готовить на своей стопроцентной пшеничной закваске, которую мы перекормим в сладкий плотный стартер буквально за ночь. Все ингредиенты для этого рецепта вы сможете найти в описании, и сейчас они у вас есть на экране, и давайте готовить. Если у вас уже есть закваска Левита Мадре, вы можете просто воспользоваться ей и пропустить этот шаг, но на данный момент я буду готовить плотный сладкий стартер из своей стопроцентной пшеничной закваски. Для этого мне понадобится небольшая мисочка, сюда я добавила 12 грамм сахара, 25 грамм воды, 75 грамм пшеничной закваски стопроцентной холодной из холодильника, и сюда же я добавлю 75 грамм белой муки. На данный момент закваску с жидкостями и сахаром я перемешиваю, добавляю муку и все снова хорошенечко перемешиваю. Стартер получается плотный, поэтому в какой-то момент нужно будет отложить вилку и повымешивать стартер руками. И все это я обычно делаю накануне вечером, потому что плотному стартеру нужно будет постоять часов 8-12. Сладкий плотный стартер содержит в себе больше дрожжей и меньше молочно-кислых бактерий, и значит он более сладкий и приятный и сдобный на вкус. А это как раз то, что нам нужно для того, чтобы сделать сдобные булочки. Стартер у меня готов, я его убираю в банку и оставлю его при комнатной температуре на ночь. У меня уже наступило утро, моя закваска очень хорошо поднялась, и вот так она сейчас выглядит. Она даже по текстуре напоминает закваску Левита Мадре. Хорошо пахнет и имеет сладковатый привкус. Сегодняшнее тесто я буду вымешивать вот в таком миксере. Сюда я добавляю 200 грамм молока комнатной температуры, теплое. Сюда же я добавляю 20 грамм сахара и 4 грамма соли. И опускаю туда всю свою закваску. Для этого теста не обязательно использовать миксер. Конечно же, это тесто можно приготовить и руками, но миксером намного проще. Плотная закваска плохо расходится в жидкостях, поэтому я пока сейчас оставила миксер буквально на минуту, чтобы немножко поперемешивать ее, и начинаем добавлять муку. Плотная закваска намного лучше расходится в тесте, если муку добавлять постепенно. Поэтому сначала я добавляю 150 грамм муки белой общего назначения с белком чуть-чуть поменьше. Где-то у меня здесь белок около 11,7, но можно взять и чуть меньше белок. И также я теперь в конце добавлю еще 150 грамм, это хлебная уже мука. В хлебной муке белок 12,7. Общее количество муки получилось у нас 300 грамм. Все это снова хорошо перемешиваем на самой низкой скорости миксера. Тесто должно собраться в комочек, хорошо перемешаться и начать наматываться на крюк и отделяться от стенок чаши. Как только вы увидели, что тесто начало наматываться на крюк, самое время добавить размягченное сливочное масло. Всего по рецепту идет 30 грамм масла. Все масло я разделила на 4 кусочка и добавляю по одному кусочку. Кусочек добавила, минуту вымешиваю, второй добавила, минуту вымешиваю и так до конца. В итоге тесто у меня собралось снова на крюк, стало мягкое, эластичное и очень податливое. Оно хорошо отделяется от крюка и совершенно не прилипает к рукам. Снимаем крюк. Давайте я вам покажу тесто, как оно выглядит. Вот такое оно должно стать очень мягкое, блестящее, похоже на пластилин. И на данном этапе мы его накроем крышкой и дадим ему постоять минут 5 и дальше проверим на глютеновое окно. У меня прошло 5 минут, тесто постояло и расслабилось, и давайте проверим его на глютен. Тесто хорошо тянется, не рвется, и оно готово. Перекладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем его и отправляем на расстойку до тех пор, пока оно не увеличится в 2 раза. У меня тесто стояло при температурах, которые вы сейчас видели на экране, примерно около 2,5 часов. Через 2,5 часа посмотрите, какое красивое тесто, как хорошо оно выглядит. Оно очень блестящее, имеет красивую ровную поверхность и совершенно не прилипает к рукам. Припыляем немного муки на стол и выкладываем тесто на стол. Это тесто само не очень сильно выпрыгивает, я ему помогаю отделиться, и под конец оно уже отделяется самостоятельно. Выравниваю тесто, делю его сначала на 2 части, делю на глаз. И потом каждую часть я поделю еще на 5. Если хотите абсолютно одинаковые ровные булочки, то можете взвесить тесто, тогда каждый кусочек будет примерно по 72-74 грамма. Я же делаю в принципе для себя, поэтому делаю на глаз. Всего должно получиться 10 булочек.
И затем каждый кусочек теста округляем, собираем все края в центре, переворачиваем тесто и округляем вот таким образом. Для булочек, так же как и для хлеба, очень важна предформовка, если вы хотите получить аккуратные и красивые изделия. Хорошая предформовка – это означает, что булочки подниматься будут со всех сторон одинаково и будут держать свою форму. Заканчиваем со всеми кусочками теста, закрываем их пленочкой и даем им отдохнуть, еще полежать при комнатной температуре примерно полчаса. Через полчаса, когда весь глютен уже в тесте снова расслабился, тесто гораздо легче раскатывать. Раскатываем тесто в небольшие прямоугольники. Затем прямоугольники скатываем вот в такую трубочку, защипываем все швы со всех сторон, сверху и с боков. Как только мы все швы закрыли со всех сторон, то трубочку снова еще раз прокатываем ладошками, так чтобы ее форма удлинилась и выровнялась. Выравниваем все края и перекладываем на заранее подготовленный противень. Противень я закрыла пергаментной бумагой, моя пергаментная бумага не прилипает, поэтому я ее никогда ничем не смазываю. И сверху каждую булочку я смазываю эта смесь одного яйца и 1 столовой ложки молока. И теперь на каждой булочке делаем косые надрезы. Делаем параллельные линии друг к другу, делаем это достаточно резким движением, так чтобы булочка прорезалась на хорошую глубину. И повторяем это все со всеми остальными булочками. Вот такие заготовки у меня получились. На данный момент их нужно убрать в теплое место еще раз на подъем до тех пор, пока они не увеличатся снова вдвое. Я убираю в нагретую духовку. У меня на весь процесс подъема ушло около 2,5–3 часов. У вас это может быть немножко другое время, поэтому ориентируемся на заготовки, на их общий внешний вид. И отправляем теперь их запекаться при температуре 210 градусов по Цельсию. Выпекались они у меня примерно 13 минут, может занять от 10 до 15 минут. Выпекать их нужно до легкого золотистого цвета. Эти булочки важно не передержать. Как только сверху они стали более-менее золотистые и симпатичные, самое время их вынимать. Получаются они очень красивые. У этих булочек, так же как у хорошо выброженного хлеба, есть небольшие пузыри на поверхности. Посмотрите на эти мелкие красивые блистерс, которые покрыли все булочки со всех сторон. Вот такие они получаются красивые, невероятно мягкие и нежные. Эти булочки сбалансированы по соли и сахару и подходят как к супу, так и к чаю. А по вкусу они мне очень сильно напоминают молочный батон. Очень мягкие, нежные и ароматные. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту и не только, то на все вопросы я отвечаю в комментариях. А если вы захотите поделиться вашими фотографиями, то это можно сделать либо в группе ВКонтакте, либо в моем телеграм-канале, либо на Фейсбуке. Все ссылочки будут в описании к этому видео.